Всем моим подписчикам и гостям канала доброе времени суток. Сегодня принесли мне небольшую работу. Необходимо перетянуть массажный стол. Давно уже просят снять подобного плана ролик. Сейчас я вкратце расскажу вам суть работы, требования заказчика, какие материалы будем использовать. Ну и затем вкратце начну вам все рассказывать и показывать. Получается у нас стол такой своеобразный, раскладной, типичный, такой переносной. Необходимо перетянуть его в два цвета кожи. Получается, здесь из двух половинок мы две половинки сделаем разных цветов. Такого цвета у нас красивая кожа. А также сделаем контрастные уголки, тоже разных цветов. Здесь у нас такой элемент, подголовник. Изготовим два валика. Поролон есть, перетянем их кожей. Также, кроме того, желание заказчика — это увеличить толщину поролона. Старый поролон выбрасываем. Два слоя, такой плотный очень поролон. Будем клеить и наклеивать на основание. То есть будет такой массивный стол у нас. Декоративную строчку выполним серыми нитями. В целом задание ясно, ничего сложного нету. Такое мы уже выполняли, у нас на канале, кстати, ролик похожий есть. Кому интересно, посмотрите. Давайте, ребята, приступать к работе. Разложили, ребята, мы наш стол. Что стоит отметить? То, что желательно все элементы перед тем, как разбирать этот стол, сфотографировать, поскольку потом, чтобы не вспоминать, где что расположено, можно даже пометить, зарисовать, чтобы лишнее отверстие не сверлить, ничего не нарушать. Также заметьте, что здесь очень плотный зазор, чтобы его не нарушать, между стыками мы ничего подлаживать не будем. Как я сказал, поролон мы только по бокам добавим и сверху. Приступаем к разборке. Механические операции вам снимать не буду, это элементарно все. Будем только возвращаться к съемкам, когда что-то конкретное будет вспоминать. Снимаем все наши элементы. Петли, ножки, все снимаем и убираем в сторонку. Давайте приступать и выполнять эту работу. Снял, ребята, наши петли, ножки, ручки, все, что только можно. И удалил скобы по периметру. Давайте снимем сейчас винилискожу, посмотрим, что у нас там под ней творится. Так, одну пропустил. Так. Такая здесь конструкция, видите, уже пролежался наш поролон весь. Здесь 20-ка. Мы удаляем сейчас поролон. Так, смотрите, рассказываю, каким образом будем делать поролон. Поскольку у нас будет два слоя поролона, там, по-моему, тройка и двойка, мы делаем под низ тройку, размещаем поролон по размеру нашей вот этой фанеры. Наклеиваем тройку. Затем наносим клей, сверху клеим двойку. Немножко подождать, потом нужно, чтобы схватился. Затем по периметру вырезаем полоску и приклеиваем 20-ку. Потому что здесь, вот как здесь сделано, заложить нам не получится. Поскольку 20-ка поролон более толстый, будет отгибаться и плохо держаться. Нужно будет либо прибивать, и края у нас будут более округлые, что в принципе нам нежелательно. Нам нужно максимально как бы сохранить форму. Отверстие также вырезаем здесь как положено. Ничего сложного, ничего особенного. Приступаем к работе. Как вырезать, клеить, это понятно. Ничего такого сверхъестественного нету. Вернемся, когда уже все будет наклеено, потом дополнительно покажу и расскажу вам. Наклеили, ребята, мы с вами поролон. Какие тут могут быть нюансы у нас? Первое, смотрите, вот здесь отверстие есть под голову. Надо вырезать поролон всегда с припуском. То есть сантиметр-полтора должен больше отверстия. Поскольку когда мы будем натягивать,
поролон ужмется, при достаточном количестве поролона будет выпирать вот эта часть фанеры. То есть острый угол будет и по итогу потом срежет. То есть здесь делаем с запасом. Как я сказал, методика была следующая, что по размеру крышки нашей вот этой фанеры вырезали лист, наклеили. Здесь 2 слоя склеенных между собой. Затем по периметру окантовочку наклеили 20-ки. Еще какие нюансы? Хорошо нужно промазывать верхние стыки, чтобы ничего не отошло у нас. Это влияет очень на вид. Низ можно даже сильно не мазать, а вот верх очень существенно. И надо дать высыхать. У меня сохла ночь как бы. Я вчера делал, оставил на ночь. Сейчас уже все надежно. Снизу у нас 10-ка поролон. Немного приболел, извините. Все, здесь 2 одинаковых элемента. Дальше сейчас приступаем к разметке нашей кожи. И в процессе еще буду рассказывать. Так, забыл один нюанс. Вот наша кожа старая. Была как пошита с углами. Вот углы вот такие были и завернуто. Так делать не будем, потому что очень мало материала. Заказчик сам закупал материал впритык. Если будем так шить, не хватит на валики наши. Потому что еще валики такие делать, они тоже материалоемкие. Придется из кусков сшивать. Чтобы это не делать, мы по классике сделаем. Вырежем сверху кусок материала или с кожи, а потом по периметру обошьем. Обошьем, сделаем декоративную строчку, ну и прибьем. В принципе, ничего сложного. Давайте я сейчас материал раскатаю, вкратце расскажу, как размечать основные нюансы. Саму работу я не показываю, все элементарно, это только на словах, поскольку очень большой ролик будет, никто не будет смотреть. Поэтому в общем рассказываю, думаю, понятно. Если что-то кому-то непонятно, спрашивайте. Это работа элементарная, тут как бы ничего такого нету. Конечно, хозяин не пожалел денег, хороший очень поролон купил. Очень плотный такой. И, можно сказать, мы сделаем из бюджетного стола премиум класса. И хотелось бы по столу сказать пару слов. То, что этот стол очень легкий. Из таких материалов сделан с такой фанеры, по минимуму клея, легкие бруски, он очень легкий. Ну, мы с вами утяжелим его, поскольку поролон добавили хорошо плотно. Но, тем не менее, будет качественный стол. Давайте, ребята, немножко по материалу сейчас разложимся, расскажу вам. Какие, ребята, нюансы по разметке? Как вообще выполнять разметку для таких вещей? Это как бы моя наработка. Если мы даем, к примеру, по 2 мм, по 2 сантиметра, извиняюсь, поролона по бортам, то мы размечаем по контуру. То есть никаких припусков не оставляем. Затем за счет того, что у нас где-то 7-8 мм будет шов, то есть от края, этот поролон ужмется и будет аккуратно, красиво. Это уже проверено, это действенно. Точно так же размечаем наше отверстие внутри. Все размечаю я ручкой по обратной стороне. У нас с учетом того, что у нас поролон с запасом, поэтому отверстие должно быть по поролону. Тут тоже порядка должно быть сантиметр-полтора. Ну и 2 лишним тоже не будет. Каким образом боковую часть разметить? Я обычно метром, примерно, с учетом подгибки, 8 миллиметров. И смотрим сколько, 19 сантиметров. Рисуем, отрезаем, вопросов нету. Моя вот такая вот специальная с ламината линейка, очень удобно, мне нравится, она не смещается. Так, нюанс какой, ребята, хотел бы сказать. Мой заказчик допустил такую ошибку роковую. Купил материал, сложил его квадратом. Как вам объяснить? Ну, видите, такие. И сейчас здесь складки. И вот эти складки уже никаким образом не разгладишь. Скручивайте всегда на такие трубки материал. Нету возможности на трубку, скручивайте просто. Эти складки уже не разгладятся, как не тяни их, как не грей. Поэтому имейте в виду, любые материалы вообще перед покупкой смотрите, чтобы не было никаких там заутюжек, складок, особенно винил из кожи. Лучше не покупать такой материал. Поэтому, ребята, давайте сейчас будем вырезать, а потом переезжать за машину, уже будем шить и дальше что-то буду вам пояснять.